Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот этот великолепный топ. Универсальный, очень логичный, простой дизайн и легкий ажурный узор. Сегодня мы подробно разберем, как его вязать. Я покажу вам схему узора, выкройку. Я сделала расчеты и описание чуть позже. А сейчас обращаю внимание, топ кратко связан из полухлопка спицами, станет прекрасным дополнением вашего летнего гардероба. Приятная пряжа оттенка темной фукции подарит вам ощущение прохлады и комфорта в жаркие дни. Модель выполнена в простом элегантном стиле, который подойдет для любого типа фигуры. Ажурный узор добавляет изделию изысканности и шарма, делая его идеальным для создания романтичных образов. Носить этот топ можно с легкими брюками или юбкой, дополнив образ сандалиями или босоножками на плоской подошве. Также он отлично сочетается с джинсами, шортами, создавая стильный и непринужденный образ. Не упустите, мои дорогие, возможность порадовать себя этим великолепным топом. Свяжите его, он станет вашим верным спутником в теплые летние дни. Наслаждайтесь комфортом и красотой, которую он дарит. Будьте уверены в своей неотразимости. И сейчас, мои дорогие, начинаем сразу же с того, что я показываю вам пряжу, спицы. Мы вяжем с вами образец узора, и я рассказываю, как я его вязала. И, конечно же, схема и выкройка. Девочки, для вязания этого топа я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа, в 100 грамм у нас 330 метров. Здесь у нее состав полухлопковый такой, знаете, 55% хлопок и 45% акрил. Спицы, которые я использую, номер 3,5. 3,5. И вот так выглядит узор. Ну, я показываю вам уже само изделие. В общем-то, вот так вот у меня получается узор выглядит. Сейчас мы с вами свяжем образец узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт составляет 12 петель, выделен вот фиолетовой линией. И справа и слева у нас петли для симметрии добавляются. Высоту этот раппорт составляет 16 рядов. И мы с вами свяжем все эти 16 рядов сегодня. Так что у кого возникнут какие-то проблемы с вязанием узора, я думаю, они разрешатся, когда вы посмотрите мое видео до конца. Так, ну и сейчас, конечно же, выкройка конструктивно. Это вот так выглядит. Чуть позже я покажу вам все размеры. То есть конструктивно это две части, перед, спинка, абсолютно одинаковые, различия лишь в глубине выреза горловины у переда. Вот, вяжется со швами, то есть мы будем делать швы, боковые швы и плечевые швы. Вот. И вот такое вот описание, девочки, описание, которое я всегда выкладываю под видео. Здесь все очень подробно я вам расскажу. И потом еще я вам, кстати, в описательной части, в самом конце видео тоже расскажу, как я делала расчеты. Расчеты, которые вы видите в этом описании. Каждую циферку я обосную и поясню, откуда она взялась. Вы сможете сделать перерасчет на свой размер, и я вам тоже об этом расскажу, как сделать расчет. Для вязания образца я набрала 23 петли вместе с кромочными. И смотрите, какая особенность этого узора. Значит, у нас всегда перед раппортом будут идти 4 дополнительные петли для красоты узора. И в конце всегда нашего вязаного полотна будут идти 5 дополнительных петель с края, с левого. То есть и справа добавление петель 4, и слева 5 петель мы добавляем 5 петель. Так, и начинаем с вами вязать, девочки. Следующим образом вяжем узорчик. Кромочная, и начали. Значит, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Это были первые 4 петли перед раппортом. Теперь вяжем сам раппорт.
лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 3 изнаночные. Раз, два, три. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Связали раппорт узора. Он 12 петель составляет. Теперь вяжем 5 петель за раппортом, которые у нас идут. Следующим образом: лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые. Связали 5 петель, которые будут в конце полотна всегда вязаться. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Все. Переворачиваем, и все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Третий ряд. Провязываем первые 4 петли перед раппортом. Вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Начинаем раппорт. 2 лицевые, раз, два, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Связали раппорт, и 5 петель у нас за раппортом вяжутся в конце полотна. Лицевая, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Связали 5 петель и кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем 4-й ряд все петли, как они на нас смотрят, накиды изнаночными. Вяжем 5-й ряд. Кромочная, сняли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали 4 петли перед раппортом. Теперь вяжем сам раппорт. Первая петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. 5 петель за раппортом вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем, 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд узора. 4 петли перед раппортом. Кромочную сняли, вяжем лицевая, 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 накид. Далее вяжем сам раппорт. Сейчас мы будем вязать 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельку поменяю местами так, чтобы у меня вторая петля оказалась поверх первой. Меняем их местами. Первая у меня за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжем 3 вместе 1 лицевой. Все. Опять идет накид. Дальше идут у нас 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые и накид. Раппорт связан. Дальше у нас идут 5 петель за раппортом, которые также 3 вместе вяжем с выделением центральной петли и меняем первую и вторую петельки местами. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. 3 вместе вяжем 1 лицевой, делаем накид и вяжем 3 лицевые. Связали, кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем и в 8-м ряду вяжем все петли, как они у нас смотрят. 9-й ряд узора вяжем.
4 петли перед раппортом. Кромочную сняли, вяжем 3 лицевые и 1 изнаночную. Следующее идет раппорт. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и изнаночная. Раппорт связан. Теперь мы вяжем 5 петель за раппортом. 2 изнаночные, 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем и 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами вяжем 4 петли перед раппортом, 3 лицевые петли и 1 изнаночная. Теперь вяжем раппорт. 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая и изнаночная. Связали раппорт узора. 5 петель за раппортом вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Переворачиваем и в 12 ряду вяжем все петли, как они на нас смотрят. 13 ряд узора следующим образом вяжем. Первые 4 петли у нас перед раппортом. Это 3 лицевые и 1 изнаночная. Дальше вяжем сам раппорт. 2 изнаночные, 2 лицевые, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 1 изнаночная. Раппорт связан. И далее мы вяжем 5 петель за раппортом. 2 изнаночные и 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем и 14 ряд вяжем, как смотрят петли. С вами сейчас свяжем 15 ряд узора. 4 петли у нас идут перед раппортом. Это 3 лицевые и 1 изнаночная. И далее начинается петли раппорта. 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Это мы уже делали. Меняем первую и вторую петельки местами. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. И вяжем все 3 вместе 1 лицевой. Делаем накид, 3 лицевые, изнаночная. Раппорт связан. И далее у нас идут 5 петель за раппортом. Для симметрии 2 изнаночные, 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем 16 ряд, вяжем, как смотрят петли. И на этом у нас раппорт заканчивается и повторяется все снова с первого ряда. Вот такой раппорт на 16 рядов. А сейчас мы с вами проведем расчетную часть. Итак, расчетная часть у нас будет вот по такой выкройке проводиться. Как вы видите, конструктивно у нас очень такой крутой скос с плеча я сделала. За счет этого очень красиво вот эта линия смотрится плеча, так женственно облегает красиво. Мне очень нравится. Значит, это размер у нас 52, то есть 50-52. Вы можете при желании сделать любой свой размер. То есть там очень легко это все как бы предусмотреть. И я сейчас поясню. Вяжется отдельными деталями снизу вверх.
Начинаем мы с планочки нижней, которая связана резиночкой 1 на 1. И вяжем 6 рядов, ну, я написала 3 сантиметра. Общая длина изделия у меня получается 59 сантиметров, а ширина у меня тоже получилась 59 сантиметров. То есть такой вот получился квадрат. У меня средний рост, и, в общем, мне такая длина, я не хотела длинные, не хотела очень короткие. Это оптимальная длина для меня. Так, вырез по пройме у меня составил 22-23 сантиметра. Вот, на меньший размер рекомендую взять 19-20 сантиметров. Скос плеча у меня составил около 10 сантиметров в высоту. Вырез горловины для моего размера 21 сантиметр я взяла. И теперь в петельном эквиваленте. Значит, я посчитала плотность вязания после того, как связала образец, отпарила его, высушила. В 1 сантиметре у меня получилась плотность по горизонтали 1,8 петель, по вертикали в 1 сантиметре это 2,3 ряда получается. Вот, и как я вязала. Значит, для резиночки я использовала спицы номер 3,5 для всего узора. И обвязку делала на спицах номер 3. Обвязку по вырезу горловины и по проймам. Планочку вязала. Спицы номер 3. Для резинки 99 петель я набирала. Далее я прибавляла в последнем изнаночном ряду резинки равномерно еще 8 петель, чтобы у меня получилось 107 петель. Почему 107? Объясняю. Значит, если я беру 59 сантиметров, то есть 59 сантиметров это ширина моей кофточки, моего топа, я эту ширину 59 должна умножить на плотность по вертикали, умножить на 1,8 и получу вот 106 петель, видите, 106,2. Но это округляем, надо, чтобы было нечетное число 107 петель. 107 петель. И далее я распределяю красиво и симметрично наш с вами раппорт узора, который составляет 12 петель. 12 петель. Но надо сделать так, чтобы перед полотном у нас, перед раппортом шли для симметрии вот эти 4 петли, 1, 2, 3, 4 по схеме, и заканчивался наш раппорт для симметрии, для красивого вот этого визуального воспроизведения узора, еще 5 петель для симметрии. Вот таким образом. И выглядит это схематично вот так. Узоры мы набираем вот таким образом, распределяем. Первая петля у нас кромочная идет, дальше идут 4 петли по схеме для симметрии, 8 раппортов по 12 петель подряд, и заканчиваем мы 5 петлями, как вязали сейчас в узоре, вот эти вот 5 петель, которые вяжутся после раппорта для симметрии. Они на схеме тоже есть. Вот. И считаете по сумме, это 107 петель вместе с кромочными. Вот таким образом я распределила узоры. Если вы хотите сделать меньший размер, смело убирайте один из раппортов, то есть на 12 петель меньше, да? Вот у вас получится 107 отнять 12, получается 95 петель. И если вы поделите это на 1,8 плотность, то ваша ширина топа составит 53 сантиметра. Я считаю, что это нормальный размер для не очень сильно облегающего топа свободного кроя на размер, начиная с 44 и можно смело даже на 48 рассмотреть. То есть вот таким образом я рекомендую вам на меньшие размеры сделать описание. Просто смело убирайте один из раппортов. Все. Другого здесь не дано. И также вы пересчитываете петли
по вырезу горловины, ну не 21 сантиметр возьмите на маленький размер, а возьмите, например, возьмите 19 сантиметров, да? 19 сантиметров умножьте также на плотность 1,8. 19 умножить на 1,8. Вы получите вот 35 петель. 35 петель. Вот такую вот берете вырез горловины 35. И у вас там было, значит, 95 отнять 35. Получится на плечи у вас придется по 30 петель. Делим на 2. 30 петель для маленького размера. Сейчас я расскажу, как сформировать, это самое главное, вот такой большой скос. Довольно-таки такой, знаете, заниженный, так скажем, да, вырез, заниженная линия плеча у нас приблизительно в высоту 10 сантиметров скос. Я перевела в ряды, это получается, берем четное число, 22 ряда. И вот на эти 22 ряда нам надо 34 петли закрыть равномерно. Я закрывала следующим образом. Первый раз я закрыла 4 петли, а дальше я 10 раз закрывала по 3 петли. Вот так. В каждом втором ряду. Об этом вы прочитаете в описании. По вырезу горловины я тоже сейчас не буду останавливаться, как я закрывала петли, поскольку там тоже нет никаких больших сложностей. Я закрывала центральные петли, об этом вы почитаете в описании под видео будет. Центральные петли и в общем-то, и для спинки. Различие у нас, как вы видите, перед и спинки только в глубине выреза горловины. У спинки он такой небольшой, а у переда он такой довольно-таки глубокий вырез. Вырез я начинала вязать одновременно с формированием линии плеч по переду, вот, то есть на одной высоте. Высота была, по-моему, 47 сантиметров, то есть вот я здесь написала. Я всегда люблю считать раппортами, да, то есть мне так удобно очень раппортами считать. 47 сантиметров от нижней планки до начала формирования по вырезу, по линии плеча, да, когда мы скос начинаем закрытие. То есть у меня это получилось 47 сантиметров 108 рядов, и я их 108 этих рядов, я их просто взяла и поделила на величину раппорта 16 рядов. И получила, сколько мне раппортов вязать. В раппортах очень удобно это все дело делать. То есть 108 я делю на 16 рядов. Это высота раппорта узора. Вот у меня получается 6 целых раппортов. Да? То есть я 6 умножу на 16. Это будет 96. А у нас 108. И 108 отнять 96 рядов. Получаем еще 12 рядов. Так я сделала для себя 6 раппортов, 12 рядов и узора. И затем начала убавки по линии плеча. Очень легко и просто. Так, как сформировать по спинке вырез горловины, тоже я рассказываю. А сейчас я поподробнее вам скажу, как сформировать планочку красивую по вырезу горловины и как сформировать по пройме планку. Посмотрите, вот так я оформила, интересно, неглубокую такую, сделала планку, довольно-таки оригинальную, на мой взгляд. То есть я подняла петельки. Как поднимать петельки, я вам продемонстрирую в конце самого видео. После этого, девочки, я связала первый ряд изнаночные петельки сделала по лицу. Второй ряд я связала все петельки лицевые, сделала по лицу. И еще один ряд я связала вот такая вот путанка, то есть резиночка 1 на 1. Закрыла я петельки обычным способом на лицо. Видите, лицевое закрытие. Теперь, что касается по пройме. Пройму обвязала я также первый ряд. Я сделала, смотрите,
Первый ряд у меня идут, подняла я петельки, и также первый ряд изнаночные. Затем второй ряд у меня идут все петельки лицевые, все петельки лицевые. И еще 3 ряда я связала резиночкой 1 на 1. Также закрыла свободно по лицу. Вот такую обвязочку я решила сделать по линии проймы. Одинаковые вот они у меня получились. Вот. Очень мне нравится этот топ, нравится, что он довольно-таки легко вяжется. Узор, вы видели, довольно-таки логичный, да, и простой. Вот мы с вами образец связали, вот, и, в общем-то, все очень легко и просто. Несложный топик, и я вам, девочки, его рекомендую. Хороший такой материал, проверенный временем. Мне нравится эта пряжа, довольно-таки хорошо себя ведет. И, в общем-то, думаю, что я буду носить этот красивый топ с удовольствием. Вязала я его на себя, а демонстрировала я вам его на манекене, на моей Викусе, девочка 44 размера. В общем-то, то есть я вам продемонстрировала, как хорошо, в принципе, и на маленьком размере смотрится это изделие. Для поднятия петель по вырезу горловины я спицами меньшего размера, в данном случае у меня номер 3, делаю вот такие вот действия. Вот таким образом я вытягиваю петельки, и сейчас мы набираем петли по вырезу горловины, затем мы будем вязать планочку по вырезу горловины. То есть это делается вот таким образом.